Шалом, друзья! Шалом, возлюбленные Господом! Сегодня у нас с вами недельная глава Ваишев. И сегодня у нас интересная тема. Мы с вами поговорим о побочных эффектах любви без слов. Многим из нас известно это состояние. Возможно, мы даже это видели со стороны, а возможно, даже практиковали, если можно так сказать, это в своих семьях. С одной стороны, ребенок внутри знает, что его любят, но с ним не разговаривают о каких-то ситуациях и не объясняют. С другой, возможно, ты искренне любишь своего ребенка, но ты не находишь ни сил, ни времени на общение с ним. И сегодня, как и всегда, при исследовании Писания, мы не осуждаем, мы учимся. И сегодня мы поговорим о доме, где была ситуация, где любовь есть, но отсутствуют слова. Представим себе картину. Пустынный рассвет, туман поднимается над шатрами патриарха. В одном из шатров Иаков сидит в тишине, перебирая руками яркую одежду, которую он сделал для сына. Он любит Иосифа. Этого не скрыть. Любит, потому что он сын любимой его жены Рахель. Любит, потому что в нем он видит продолжение мечты. Но он не говорит этого вслух, не объясняет другим сыновьям, почему к младшему особое отношение, он просто молчит. Танах говорит об этом прямо и точно. А Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его. И дальше. И сделал ему разноцветную одежду. На иврите это хитонет пассим. Это мы прочитали Бытие, 37 глава, 3 стих. Это факт, но факт без контекста. Этот факт может создать взрывоопасную ситуацию. И вот Иосиф, одетый особенным образом, выходит к братьям. И он даже не подозревает, как сильно они возмущены и закипают внутри. Иногда самые болезненные и самые внезапные удары мы получаем не извне, мы получаем их изнутри, от своих. Это не враги, не чужие, не ненавидящие народы, а те, кто сидит с тобой за одним столом, кто носит ту же фамилию и кто молится тому же Всевышнему. В нашей главе история начинается именно с этого. Не с войны, а с дома, который становится ареной душевных страданий и переживаний. Традиционные комментаторы указывают на то, что эта фраза «кетонет пассим» – разноцветная одежда – представляла собой не просто одежду, а предмет особого облачения, который видится в Торе как признак выделения и будущего лидерства. Именно такая выделенность способствовала ревности братьев. И здесь начинается то, что может в принципе поколебать любой дом, в том числе и дом Иакова. Любовь без слов превращается в несправедливость в глазах других детей. И это происходит не потому, что отец плохой человек сам по себе, просто отец молчит, не разговаривает, не объясняет. Фаворитизм одного из детей, в данном случае Иосифа, практически всегда порождает семейные конфликты. История нас учит, там, где родители любят сердцем, но не умеют говорить о своей любви, дети начинают строить свои версии реальности. И у братьев Иосифа такая версия уже созрела. Писание говорит, 4 стих, «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Посмотрите, здесь написано, они увидели, не услышали объяснений, не поговорили с отцом, они решили, что они понимают, что происходит на самом деле. А молчаливый отец может вызвать громкое раздражение в сердцах детей. Частая картина, в принципе, в современных семьях. Отец занят, мама устала, дети получают внимание по остаточному принципу. И если один ребенок получает больше слов, больше взглядов, больше времени, необъясненная любовь превращается в топливо для конфликта. Несправедливость, иногда даже кажущаяся, одно из самых мощных чувств,
которые могут разрушить не только семью, но и общество. Братья возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно, мы это прочитали. Неспособность говорить – это то, что начинается задолго до ненависти. Далее в 5 стихе мы читаем: «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». И это способствует усилению кризиса. Иосиф рассказывает, как мы с вами знаем, братьям свои видения. И снова молчание. Он рассказывает им о снопах, которые кланяются его снопу, рассказывает о солнце, луне и 11 звездах. И снова никакого семейного разговора, никакой попытки Иакова объяснить сыновьям, что пророческие вещи – это не повод для зависти. Он только делает замечание, 10-11 стих. «И он рассказал отцу своему», в смысле Иосиф, «и братьям своим, и побранил его отец его, и сказал ему, что это за сон, который ты видел. Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Иаков хранит это в сердце. Он хранит и снова не объясняет. Рамбам в своем комментарии на Берешит говорит, что Иаков внешне упрекнул Иосифа, чтобы не усилить ненависть братьев, но внутренне понимал, что в снах заключен пророческий смысл, и поэтому сохранял это слово. Но молчание – это не решение. Молчание только усиливает боль. В доме Иакова есть все: благословение, избрание, древняя традиция, судьба народа. Но именно там накапливается напряжение, которое перерастает в ненависть. Братья видят Иосифа одаренного, чувствительного, ищущего. Его сны не о гордости, а о призвании. Но братья слышат в них не будущее, а угрозу своему статусу. Зависть убивает не сразу. Сначала царапает, затем точит, затем мутит взгляд и, можно сказать, что и воду. И в какой-то момент братья перестали видеть в Иосифе брата. Они увидели соперника, а после соперника врага. А врага, как известно, уже можно и даже нужно убрать. Когда отец не вмешивается, дети создают свой сценарий. И история начинает продолжать обороты. «И пошли братья его пасти овец отца своего в Шхем. И сказал Израиль Иосифу: ведь братья твои пасут в Шхеме, пойди же, я пошлю тебя к ним. И он сказал ему: вот я. И сказали, и увидели они его издали. И прежде чем он приблизился к ним, они замыслили убить его. И сказали друг другу: вот сновидец, тот подходит, теперь же пойдем и убьем его, и бросим его в одну из ям, и скажем: хищный зверь съел его, и увидим, чем станут сны его. Это Берешит, 37 глава, 12-13 и с 18 по 20 стих. Братья идут пасти овец, Иаков отправляет Иосифа к ним. Он не чувствует угрозы. Иаков не осознает глубины этой вражды. Он не поговорил с сыновьями, не объяснил, что поведение их неправильное, не попросил проявить милость. И моментально это приводит к катастрофе. И увидели они его издали, прежде чем он приблизился к ним, они замыслили убить его. Они задумали убить родного брата. Это не одномоментная вспышка, вы знаете это по себе. Это накопленная годами обида, соперничество, недосказанность. Когда родители не разруливают конфликты, то конфликты начинают рулить детьми. Когда родители не говорят, дети могут принимать решения, на которые взрослые бы никогда не решились. В семьях сегодня это выражается несколько иначе. Может быть, не так радикально, но это наркотики, это побеги из семьи, это разрывы отношений, это глубокая враждебность между братьями и сестрами,
ненависть, которую можно было бы избежать, если бы взрослые разговаривали. Иосиф идет к ним в поле, молодой, еще не понимающий сути и глубины человеческой зависти, идет исполнить повеление отца, найти братьев, узнать, все ли с ними в порядке. И в этом повествовании мы можем уже услышать легкое эхо будущих событий. Иногда путь послушания приводится или не приводится, а приводит нас к похвале, а иногда в яму. Если честно, мы все там были. Ты делаешь доброе, движешься по велению сердца, стараешься сохранить мир, но в ответ выясняется, что тебя не ждали, не хотели, а иногда даже ненавидели. И не потому, что ты плохой, а потому, что кому-то больно из-за того света, который ты можешь нести, или из-за твоих просто намерений добра. Кто-то скажет, так же не должно быть. Да, не должно, но это реальность, с которой мы встречаемся. Даже избранные семьи иногда проходят через темные эпизоды жизни. Даже будущие главы 12 колен не избежали этого яда зависти. Даже будущий народ Всевышнего начинает свой путь с внутренних, семейных и личных конфликтов. И вот кульминация. Братья видят Иосифа издалека и решают, вот мечтатель, убьем его. И это решение, как мы уже говорили, не рождается за секунду. Оно зрело давно. Это решение, это итог внутренней неработы над собой. И как мы знаем, у каждого решения есть последствия. Для братьев они оказались куда страшнее, чем яма Иосифа. Потому что яма – это место, где Всевышний делает человека, созидает человека. А зависть – это та яма, из которой человек иногда уже не выходит. То, что происходит дальше, это поворот, который надрывает жизнь Иакова. И мы с вами знаем, что он даже, можно сказать, жаловался фараону, когда встретился с ним, когда все уже было хорошо. После того, как они продают Иосифа, братья приносят отцу одежду. И взяли они одежду Иосифа, и зарезали козленка, и обмакнули одежду в кровь. 31 стих нашей главы. Одежда – вещь, которую отец сделал с любовью. Именно она становится носителем лжи. И послали разноцветную рубашку, и доставили к отцу своему, и сказали, это мы нашли, узнай же, сына ли твоего эта одежда или нет. И Иаков узнает свое собственное творение и сокрушается. И он узнал ее и сказал, это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф. И разодрал Иаков одежды свои, возложил в ретище на чресла свои и оплакивал сына своего многие дни. И подняли все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться. И сказал, горюющим сойду к сыну моему в преисподнюю. И оплакивал его отец его. И это самая ужасающая часть истории. Дети лгут отцу так уверенно и так правдоподобно, что он верит. И это стало возможным по той причине, что между ними уже давно не было искреннего разговора. Одежда, кровь, ложь – все это последствия молчания. Ложь детей всегда начинается там, где нет безопасного пространства. Говорить правду. Если дом не научил ребенка говорить правду, он научится говорить ложь. И ложь всегда сопровождается чем-то окровавленным, разорванными отношениями, долгами, травмами, скрытой жизнью, тайнами в телефонах. Когда Иосиф оказался в яме, возможно, в его восприятии мир рухнул. Все планы, все надежды, все, что он представлял себе. Он, любимый сын, наследник особого отношения, человек с будущим, оказывается в пустом и сухом колодце. Иногда в нашей жизни происходит подобное. Ты думал, что уже видишь дорогу, что Всевышний открыл направление, что твой путь ясен, и вдруг обрыв. Ты падаешь, ты не понимаешь, почему.
Ты смотришь вверх, а там лица тех, кто должен был быть опорой, и они не протягивают руку. Но вот где скрытая сила этой главы. Яма не конец, яма отправная точка. Точка, где рушатся мечты, но в то же время точка, где начинается призвание. Тот, кто еще вчера был в доме, сегодня стоит на краю рабства. Тот, кто вчера видел сны о величии, сегодня слышит смех братьев. Но Всевышний работает не в моменте, Он работает в линии времени. А иногда путь к трону Египта начинается с того, что тебя отвергли свои же. Нам так хочется, чтобы путь призвания был прямым, чтобы Всевышний вел нас по ровной дороге. Но жизнь показывает, путь к зрелости всегда идет через яму. Не потому, что Всевышний жесток, а потому, что мечта, которая не прошла через боль, становится гордостью. А мечта, которая прошла через яму, становится служением. Иосиф еще не знает, что будет дальше. Вполне возможно, что он думал, что все кончено, что он потерян. И вот в этот момент происходит ключевое. В жизни Иосифа входят, кто бы вы думали, измаильтяне. Не случайно, не хаотично, а в идеально выстроенный Всевышним момент. Братья выбрасывают Иосифа из семьи, но Всевышний подбирает его в свою линию жизни. Мы часто видим яму как место поражения. Но в духовном смысле яма – это точка пересборки. Точка, где ты остаешься один, и об этом мы говорили 2 шаббата назад. Точка, где все лишнее исчезает. Точка, где умирает самоуверенность, и точка, где рождается вера. И если посмотреть на историю в перспективе событий, то видно, что если бы не яма, не было бы дома Потифара. Если бы не дом Потифара, не было бы тюрьмы. Если бы не было тюрьмы, не было бы встречи с виночерпием. Если бы не эта встреча, Египет погиб бы от голода. А если бы Египет погиб от голода, погиб бы и Израиль. И книга Исхода никогда бы не началась. Итак, яма – это не ошибка, а скрытая глава божественного плана. Вся наша глава, с одной стороны, это предупреждение. Предупреждение всем семьям, всем родителям, всем служителям, лидерам и наставникам. Дом рушится не в тот день, когда случилось преступление. Дом рушится медленно и понемногу. Когда отец не объяснил любовь, когда мать не проговорила ожидания, когда дети не могли выразить боль, когда братья соревновались, когда слова «прости» и «я чувствую несправедливость» так и не прозвучали. Танах рисует нам картину семьи, где есть любовь, но нет слов, где есть обиды, но нет голоса, есть призвание, но нет диалога. И в итоге братья решают судьбу младшего так, будто у них нет отца. Если в доме нет голоса, дети живут так, как будто у них нет родителей. Зависть братьев – это духовная болезнь. Это когда ты смотришь не в свое будущее, а в чужое. Когда ты видишь благосклонность Всевышнего к другому человеку, и вместо того, чтобы порадоваться за него, ты чувствуешь угрозу для себя. Это когда ты воспринимаешь чужое призвание как тень над своим. Братья подумали, если убрать Иосифа, все станет лучше. Но мы знаем, все стало хуже. Они получили травму на всю жизнь. Они потеряли мир, они жили с ложью, они боялись правды. Они разрушили доверие отца. Они сами стали рабами собственной зависти. Почему Иосиф смог войти в свое призвание? Потому что Иосиф был открыт к работе Всевышнего, а братья были зациклены на себе, на своем статусе. И здесь мы видим принцип духовного зеркала. Когда человек живет в зависти, он не только разрушает отношения, он останавливается в своем призвании. Он застывает. Зависть – это как духовный паралич. Но есть и другой принцип, второе зеркало. Иосиф не озлобился. Он не превратил яму в оправдание. Он не стал жертвой. Он остался человеком, который умеет хранить свет. Даже тогда, когда все и все вокруг хотят его погасить. И в этом величие Иосифа. Не в его власти,
не в его управлении Египтом, не потому, что он был вторым после фараона, а в том, что тьма не смогла изменить его сердце. Как Иосиф смог превратить яму в ступеньку для своего роста? Посмотрите, Иосиф не просто оказался в рабстве, он стал успешным рабом. Он не просто попал в дом Потифара, он стал доверенным управителем. Он не просто попал в тюрьму, он стал человеком, которому доверили ответственность. Окружение менялось, статус менялся, обстоятельства менялись, но внутренние принципы, внутренняя позиция не менялась. И вот это самое главное. Обстоятельства могут быть ямой, но они не обязаны стать твоей идентичностью, твоей сущностью, твоим вторым «я». Они не должны войти в тебя и руководить тобой. Каждый из нас проходит свои ямы. Предательство, потерю, финансовый удар, сломанные отношения, разочарование и чувство, что твоя жизнь остановилась. Но Иосиф показывает, яма не главный персонаж истории. Главный персонаж – это тот, кто в яме сохраняет верность Всевышнему. И еще одно. Всевышний не вывел Иосифа из ямы сразу. Потому что яма – это не только место боли, но это место формирования характера. Всевышнего интересует не только финальный результат, но и процесс, в котором сердце человека становится зрелым. Более того, Всевышний использует твою яму для спасения других. История Иосифа нам показывает, страдания одного человека становятся спасением многих. И я думаю, что вы видите эту параллель в связи с нашим Машиахом. Когда братья видели Иосифа, они видели конкурента. Когда Всевышний видел Иосифа, он видел спасителя семьи. Когда Иосиф видел себя, он видел мечтателя. Но Всевышний видел управителя будущего. Человека, который накормит голодающий мир. И вот когда происходит эта встреча в Египте, все встает на свои места. Иосиф понимает, зачем была яма. Братья понимают, что их зависть чуть не уничтожила их собственную судьбу. Бытие 45, 5 глава. Но теперь не 45, 5 стих. Но теперь не печальтесь, и да не покажется вам досадным, что вы продали меня сюда, потому что для сохранения жизни послал меня Бог перед вами. Ибо 2 года уже голод в стране, еще 5 лет будет без пахоты и жатвы. И послал меня Бог перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь до великого спасения. И главный урок нашей главы и истории Иосифа и братьев Иакова, он прост. Всевышний никогда не тратит твою боль впустую. То, что выглядит как обрыв, часто является началом новой линии, которую ты не мог бы построить сам, без Всевышнего. Что можно было сделать Иакову и что должны делать мы, как родители или как дети сегодня? Объяснять, почему ты любишь. Любовь должна быть озвучена. Нельзя просто любить, надо сказать. И каждому ребенку нужно различимое «ты важен». Регулярно вмешиваться в конфликт. Братья Иосифа с самого начала показали злобу, но Иаков не вмешивался. Он не спросил, что вы чувствуете, не сказал, это неправильно. Что еще нужно? Разговаривать о призвании. Сны Иосифа – это были пророчества, и с ними нужно работать. Иначе дети будут воспринимать призвание другого, ближнего, брата, сестры, призвание как угроза для себя. 4. Создавать атмосферу, где правда безопасна. Если бы у сыновей Иакова было пространство говорить, они не пошли бы по пути лжи, крови и предательства. И 5. Это не бояться быть голосом. Молчание родителя – это худшая форма руководства. Голос – это лидерство. Молчание – это отказ от него. И самое удивительное – это не то, что в дом Иакова пришел хаос и боль. Самое удивительное – это то, что Всевышний, несмотря на хаос,
создает из этого будущую победу. Всевышний обращает хаос в путь спасения. Иосиф становится спасением своей семьи и становится сосудом для исполнения обещаний. Несмотря на то, что путь к этому прошел через трещины семейного молчания и через яму Иосифа. И вот главный вывод, который мы должны сделать. Даже если дом разрушен, Всевышний может восстановить будущее. Но лучше не разрушать, чем потом ремонтировать. Ваш дом может быть местом, где говорят правду, где объясняют любовь, где управляют конфликтами, признают ошибки и слышат друг друга. Не будем, как Иаков, любящий, но молчащий. Не оставим детей в тишине, не позволим молчанию стать причиной войны. Говори, разъясняй, слушай, вмешивайся. Потому что дом, где есть голос, выдержит любой шторм. Братская зависть привела Иосифа в яму, но не остановила Всевышнего. И так будет всегда. То, что другие пытаются разрушить твою жизнь, Всевышний может использовать как материал для твоего подъема. Яма Иосифа стала тем местом, где он встретил не погибель, а свое призвание. И так работает духовная реальность. Когда человек остается верен Всевышнему, даже яма становится дверью в призвание. И последнее. Вы знаете, чтобы свет достигал людей, его нужно нести. Мы живем с вами в то время, когда простой клик может стать инструментом Божьим. Если сегодня ваше сердце отозвалось на это слово, не держите это благословение при себе. Станьте соработниками на небе Всевышнего вместе со мной прямо сейчас. Ваш лайк, подписка или репост – это инструмент, который поможет этой истине пробиться через информационный шум к тем, кто прямо сейчас ищет ответ. Распространим свет Всевышнего вместе. И, конечно же, я здесь не для монолога. Если у вас возникли вопросы или сомнения, давайте обсудим это в комментариях. Я ценю вашу обратную связь и с Божьей помощью постараюсь ответить каждому. Благословит вас Господь и охранит вас. Будет благосклонен к вам Господь и помилует вас. Будет благоволить вам Господь и пошлет вам мир. Шаббат шалом.